Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 12 января, и на моем канале новое направление и новые аэропорты, даже новая авиакомпания в моих обзорах. Я лечу из Санкт-Петербурга, вылет в 10:30, авиакомпании Белавиа, в город Минск, прилет 12 часов по расписанию. Сейчас в Санкт-Петербурге снова прохладно, отрицательная температура. И поэтому я опять иду в терминал греться. Буквально уже часа через полтора будет вылет. Самолет Embraer какой-то, я не помню точно какой. Стоимость авиабилета была 1600 рублей примерно на распродаже, которая была в конце декабря, то есть буквально недели две назад. Сейчас идем в терминал, на второй этаж лучше всего, наверное, и дальше уже снимем, как выглядит аэропорт Пулково на третьем этаже. И, кстати, вы меня спрашивали, будут ли у меня заграничные обзоры. Вот сейчас Беларусь — это как раз заграничный обзор. Да, вы можете сказать, курица не птица, Беларусь не за граница, но тем не менее. Ну и учитывая, что мой загранпаспорт уже не действует, то пока, наверное, в ближайшее время, в ближайшие годы, если будет такая возможность, я буду путешествовать по соседним странам, где не нужен загранпаспорт. Поэтому вот пока такая ситуация. И, соответственно, в Беларусь я лечу по российскому паспорту. Так выглядит международная зона. Я прошел по российскому паспорту. Сейчас людей почему-то очень мало, практически нет. И зарядных станций, розеток я что-то тоже не вижу, а мне надо подзарядиться. Вылетаем по расписанию в 10:30, задержки нет. Прилетаем в 12 часов. Время в Санкт-Петербурге и Минске одно.
Доброе утро. Доброе утро. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро. Это Boeing 737-800. А был Белавия Embraer заявлен. Для вашої безпеки камери перешкоди до виходу розміщаються свої особисті речі на поліції або під креслом перед вами. У широкому креслу попису аварійними виходами всі особисті речі дозволяється розміщати тільки на багажній полиці. Уважаемые пассажиры, приветствуем вас на борту самолета авиакомпании «Белавия». Совместно с авиакомпанией S7 Airlines. Есть национальный аэропорт Минск. Для вашей безопасности в избежание преграды к выходу размещайте свои вещи на багажной полке или под креслом перед вами. Рядах кресла с аварийными выходами все личные вещи размещаются только на багажной полке. Обращаем ваше внимание, использование приемно-передающих электронных устройств допускается только в полетном режиме. Благодарим за внимание. Бортпроникам двери подготовиться проверить кабину трудозон ящик кросс-чеком. Двери подготовлены для ящик кросс-чек. Уважаемые пассажиры, говорит командир корабля, приветствую на борт воздушного судна Boeing 737 компании «Белавия», выполняющий маршрут Санкт-Петербург. Время пути составит 1 час 5 минут, расстояние 750 километров. Пассажирская speaking welcome aboard Boeing 737 Белавия. Land on route to St. Petersburg, it's my time 1 hour, Вітаю вас на борті самолета авиакомпании «Белавия», який виконує совместно з авиакомпанією S7 Airlines рейс у національний аеропорт Мінськ. Моє ім'я Вячеслав, я старший бортманік. На цьому рейсі є і мої колеги Ольга, Карина, Євгеній. Зробимо все можливе для вашої безпеки і комфорту. Доброе утро, уважаемые пассажиры. Командный экипаж приветствует вас на борту самолета авиакомпании «Белавия», выполняющего совместно с авиакомпанией S7 Airlines рейс в национальный аэропорт Минск. Мое имя Вячеслав, я старший бортманник этого рейса. Я и мои коллеги Ольга, Карина, Евгений сделаем все возможное для вашей безопасности и комфорта. Good morning, ladies and gentlemen. The cabin crew welcomes you on board Belavia Belarusian Airlines aircraft. The joint flight with the 7 Airlines company flight to Minsk National Airport. My name is Vyacheslav, I'm your senior cabin crew. My colleagues Ольга, Карина, Евгений and I will do the best for a safe and comfortable flight. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательных средств нашего самолета Boeing 737-800. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety features demonstration of this Boeing 737-800. Сейчас мы демонстрируем, как ремень безопасности застегнуть, затянуть и расстегнуть. We now demonstrate how to pull is fastened, tightened and unfastened. В самолете имеется 8 аварийных выходов, все они обозначены световым углом выхода. 2 выхода в передней части самолета слева-справа, 2 выхода в хвостовой части слева-справа, а также 4 аварийных выхода на крыло в середине салона, 2 слева, 2 справа. Световая дорожка показывает направление к этим выходам. Выходы в передней и хвостовой частях самолета оборудованы надувными трапами. Пожалуйста, обратите внимание на ближайший вам выход, он может быть за вами. Запрещается размещать личные вещи в рядах кресел рядом с аварийными выходами. On this aircraft there are 8 emergency exits, each of them is programmed to the design, 2 in the front, 1 left, 1 right, 2 in the back, 1 left, 1 right, and 4 overhead exits in the middle of the cabin, 2 left and 2 right. Illuminated street will guide you to these exits. Front and rear exits are equipped with inflatable slides. Please note the nearest exits, which may be behind you, is strictly prohibited to the navigation rows next to emergency exits. В случае разгерметизации кислородные маски будут автоматически. Потяните за маску вниз для подачи кислорода, прижмите ее к рту и носу, дышите спокойно. Пожалуйста, обеспечьте кислородом сначала себя, прежде чем помогать детям или другим лицам. In case of the compression, oxygen mask will drop on the middle above you. Pull the mask down, start the flow of oxygen, pass through nose and mouth and breathe normally. Please put your mask on fast before helping children rises. Более подробная информация содержится в инструкциях по безопасности, расположенной в спинках впереди стоящих кресел. Внимательно просмотрите ее перед взлетом. We also draw attention to the safety card, which is located in the seat pocket in front of you. Please look through the card carefully before takeoff. Сейчас, уважаемые пассажиры, пожалуйста, откройте шторки иллюминаторов. Приведите спинки кресел в вертикальное положение, опустите подлокотники между креслами. В целях безопасности все электронные устройства, мобильные телефоны переведите в полетный режим или выключите. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера, а также личные вещи разместите на багажной полке или под креслом перед вами. Обращаю ваше внимание, что в случае необходимости по указанию экипажа все электронные устройства должны быть выключены полностью.
Напоминаем вам, что в соответствии с правилами авиакомпании курить, в том числе электронные сигареты, и употреблять спиртные напитки, принесенные вами с собой на борт самолета, не разрешается в течение всего полета. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам приятного полета с авиакомпанией Белави. У нас Boeing 737-800. Загрузка совсем маленькая. Я не знаю, зачем его заменили с Embraer, но, по крайней мере, летим на таком. Обратно, надеюсь, будет все-таки Embraer. По расписанию у меня туда и обратно был Embraer, правда, разный, поэтому я выбирал разные типы воздушных судов, но могут быть замены, поэтому вот большой самолет и много свободного места. Что ваши ремни безопасности застегнуты, столики закрыты, спинки кресел в вертикальном положении, все электронные устройства в полетном режиме или выключены. Благодарим за понимание. Ladies and gentlemen, aircraft is ready for takeoff. Please ensure that your seatbelt fastened to your seat will sustain your seatbelt stay in the correct position, and all your electronic devices are switched off to the flight mode in camera destiny.
готовьте altitude. Сейчас мы пролетаем сплошную облачность, поэтому на земле ничего не видно. Самолет очень удобный, и здесь даже кормят на направлении Санкт-Петербург-Минск. Рекомендую эту авиакомпанию. Уважаемые пассажиры, наш самолет готов к посадке. Убедитесь, что ваш ремень безопасности застегнут, столики закрыты, спинки весел в вертикальном положении, все электронные устройства в полетном режиме или выключены. Благодарим за понимание. Ladies and gentlemen, after screening following the position of the response to the passengers to the exit of the brake position and down. All electronic devices are switched on the plane mode. Thank you for understanding. Уважаемые пассажиры, витаем вас в национальном аэропорте Минск. Температура повітря 8 градусов ниже за ноль. Ласка, оставайтесь на своих местах до полного спынения самолета, пока не згаснет световое табло зашпилить ремни. Нагадываем, будьте осторожны при открытии багажных полиций, не забудьте свои речі в салоне самолета. Ми вдячні вам за полет з нами сьогодні. Сподіваємося на нову зустрічу на сумісній авіалійній компанії Belavia с 7 Airlines. Доброго дня, до побачення. Уважаемые пассажиры, приветствую вас в национальном аэропорту Минск. Температура воздуха 8 градусов ниже нуля. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки самолета, пока не погаснет световое табло застегнуть ремни. Напоминаем, будьте внимательны при открытии багажных полок и не забудьте личные вещи в салоне самолета. Мы благодарим вас
вас за полет с нами сегодня. Будем рады снова приветствовать вас на борту совместной авиалинии компании Белавия Seven Airlines. Хорошего дня, до новых встреч, до свидания. Ladies and gentlemen, welcome to Minsk National Airport. Temperature is 8 degrees below zero. Please remain seated under the aircraft is comfortably installed the fasten seatbelts and hazards switched off. Let us remind you to be careful when you're on the hijack and to take all items of hand baggage and personal belongings with you. We thank you for flying with us today and look forward to welcoming you on joint flights of Belavia and the 7th Airlines Air Companies. Have a good day, thank you for your attention and goodbye. Уважаемые пассажиры, обращаю ваше внимание, что первыми к выходу будут приглашены пассажиры салона бизнес-класса. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, please note that business class passengers will be invited to the exit first. Thank you for understanding. Двери подготовить и проверить, cabin crew does this occasion. Cross-check. Ваша служитель, командир перронного, дистанционной аэропорт, температура не вашего градуса, после Передвигаясь по перрону, будьте внимательны и осторожны. Возможно, наледь. Благодарю за внимание. До свидания, спасибо за рейс. До свидания, спасибо за рейс. До новых встреч. До свидания.
Аэропорт Домодедово. Пассажиры, прошедшие регистрацию билетов, приглашаются в зал билетов на момент досмотра. Attention please, check in for Belavia Flight 951 and S7L. Flight 3202 to Moscow City, Domodedovo Airport. Finished. Checked-in passengers are welcome at departure hall, Sector E. Уважаемые пассажиры, на рейсе Королевского 19 и 20 срочно Check-in counter number 26. Уважаемые зрители, прилетели в аэропорт Минск, Республика Беларусь. Погода здесь примерно минус 4 градуса, достаточно не холодно. А в Санкт-Петербурге тоже было минус 4, но с очень холодным ветром были все минус 10. Итак, подвожу итоги по съемкам, а это единственный параметр, который я оцениваю. Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург. Открытый клиент-ориентированный аэропорт, пятерку я ставлю. Авиакомпания Белавия очень хорошая, замечательная авиакомпания, рекомендую ее с отличным обслуживанием. И пятерку с плюсом я ставлю этой авиакомпании. Приземлились мягко, в такую низкую облачность, как вы видите на заднем плане. И аэропорт Минска меня очень приятно удивил, очень клиентоориентированный, добродушный аэропорт. Поэтому ставлю 5 с плюсом. И еще за братскую клиентоориентированность и открытость от себя дополнительный плюсик я поставил. Вы видели, какие были хорошие здесь съемки, какие экскурсии были, которых не было практически в российских аэропортах. Поэтому очень приятно было
увидеть эту открытость и изучить очередной аэропорт, новый аэропорт в моих обзорах. И также авиакомпания Белавия и направление Санкт-Петербург тоже новое в моих обзорах. Обзор, я надеюсь, вам понравился, поэтому нужно поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры. А также я планирую снять авиамузей, который здесь находится рядом. И вы его тоже обязательно посмотрите. Возможно, он выйдет после этого обзора. Всем спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии о ваших впечатлениях. Всем хорошей погоды, зимней или уже весенней. Всем пока.